Приветствую, друзья! Линейка Zetian от компании Tengzu буквально по шагам повторяет эксперименты компании 7 Гц, но на еще более высоком уровне и с акустически продуманными нюансами. Так, новенький EVO Legend тоже базируется на 14-мм планарном излучателе самого последнего поколения, однако за верха у них отвечает второй такой же драйвер поменьше. Все это разделили кроссовером, на внешнюю часть добавили компонент, чем-то напоминающий речную ракушку, и поместили в привычный по габаритам корпус. Это, как вы уже догадываетесь, очередной хит и не только в своем сегменте, но и среди планарных наушников в целом. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в просто гигантской картонной коробке с изображением императрицы У и списком технических характеристик. В комплект нам положили только кейс, пусть и очень солидный, и 3 набора фирменных силиконовых амбушюр. Кабель на вид крутой. Он толстый, витой, со штекером на 4,4 мм и сопротивлением на общей жиле в 12 сотых Ома, а на левом и правом канале по 24 сотых Ома. Это классический уже прием, так что все нормально. Чашечки сделаны из металла, очень легкие, в меру компактные, с 3 компенсационными отверстиями, а с внешней стороны под текстурой решетки находится нечто напоминающее речную раковину. Смотрится это богато, посадка удобная, да и тактильно они просто высший класс. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие примерно 0,5%, что просто шикарно. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с плавным переходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости, пик на псевдодетализации и ровно на том же уровне довольно протяженные высокие частоты. Немного это похоже на T-Audio Hype 4, чуть больше на Yanging NN2 и, конечно же, на вариант 7 Гц Timeless 2, который с серебряными фильтрами. Главное, о чем стоит сказать в сравнении с небезызвестными Timeless 2, это то, что у Tengzu получилось столь же сочное, подробное звучание, как у 7 Гц с золотыми фильтрами, и одновременно такое же насыщенное и сбалансированное, как с серебряными. То есть в случае Legend весь этот балаган со сменными фильтрами просто не нужен. У Tengzu есть и приятная слуху весомость, и выразительность, и динамика, и свойственная всем планарам кристальная чистота с просто поразительным уровнем прорисовки материала. Конечно, от присущей этому излучателю плоской сцены и относительного объема на все 100% избавиться не удалось, зато бас у них глубокий и быстрый, серединка текстурная, с немного подчеркнутой эмоциональной частью и какой-то волшебной артикуляцией. Да и на высоких нет привычного металлического призвука. Тут скорее наоборот, верха естественны и очень аккуратны. Также хочется отметить и их мелодическую составляющую, которая буквально ходит по грани нейтральности. То есть с певучестью и настроением, но при этом все предельно честно, гармонично и ровно на слух. Воздуха здесь столько, сколько нужно, у тембров ощущается основа, а в отрисовке есть та самая изысканность и столь ценимая меломанами утонченность.
Это реально красивый звук, пусть и с легкой недостачей объема. На фоне всех остальных ревизий Zetian Wu производитель заметно так поднял разрешение, избавившись от отражений, но при этом сохранил ту самую певучесть и аналоговый шарм, присущий всей этой линейке. Как следствие, Legend прекрасно подойдут как для какой-нибудь агрессивной и очень техничной музыки, так и для чего-то вокального, живого, оркестрового и даже сложного джазового. Пределов по стилистике тут просто нет. Разрыва или хоть какой-нибудь ступеньки в переходе между излучателями я лично тоже не ощущаю. Все максимально естественно и слаженно. За бас, как и большую часть средних частот, отвечает 14-мм планар, а на верхах, и это особенность данной модели, трудится тоже планарный, но 6-мм драйвер. Именно из-за такой чуть усложненной конструкции мы, собственно, и получили настолько бархатные и чуть искристые верха. Если же быть до конца откровенным, то Tengzu делают лучшие планарные наушники из того, что только мне доводилось слушать. Да, первые Zetian Wu были жирноваты, но и они показывали класс на фоне слишком уж хлипких и чересчур воздушных решений от других производителей. Следующие Wu стали моими любимчиками, и вот у нас появился новый чемпион. Если вам нравятся наушники с большим планарным излучателем, это точно они. Причем неважно, вы за техничность или за музыкальность. Именно с ними я реально получаю погружение в материал, ощущаю всю массу эмоций, улавливаю всякие тонкости и буквально наслаждаюсь до прозрачности точной передачи текстур. И все это на студийном уровне с серьезным подходом к натуральности и наличием той самой изысканности в оттенках и живых естественных образах. Среди планаров они действительно, друзья, настоящие короли. Но еще раз напомню, что для раскачки подобного типа излучателей требуется довольно мощный усилитель с выхлопом от 200 мВт на 32 Ома нагрузки. Итогом легендарная версия наушников Tengzu Zetian Wu прекрасно выглядит. Имеет дорогущий комплект, целых 2 планарных излучателя внутри, предельно низкие искажения и настройку, как у флагманских решений от всяких солидных брендов. Из минусов у них не самая глубокая сцена и тембры с относительным объемом. Звучат же они чисто, напористо, очень технично, с глубоким ударным басом, шикарно прорисованными текстурами, артикуляцией, довольно естественной массивностью, четкими и предельно аккуратными верхами и живой с настроением и погружением в материал серединой. У них есть и тот самый бархатный налет, и утонченность в текстурах, и гармоничная, очень естественная атмосфера. Еще раз повторю, это лучшее среди планарных наушников, что я только слушал. Брать непременно. А у меня на этом все. Это была модель Tengzu Zetian Wu Legend. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!